Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Evil Empire, и сегодня у нас с вами серьезный разговор. Я хочу затронуть тему высших материй, а именно классические Porsche, друзья, у нас сегодня на канале. Ну и для того, чтобы разобраться в этой сложной теме, мы взяли самый легендарный Porsche, как я считаю, это 911 в кузове 930. 70-е, 80-е годы все самые классные ребята гоняли именно на таких Поршах. Я считаю, что это один из самых культовых кузовов, который сейчас существует на данный момент в мире, и такого больше никогда не повторится. Целых 14 лет они упражнялись в разных маркетинговых инструментах, ввели тарго, кабриолет, наконец-то создали то самое легендарное турбо. Эти времена уже не вернуть, и, можно сказать, жемчужина автомобилестроения сегодня вместе с нами. Со временем эта машина стала цениться еще больше, потому что осталось живых автомобилей крайне мало. То, что дошло до наших дней, это уже разные модификации на тему того, как может внучок переделать дедушкин раритет. И что случается, когда тот самый внучок пошел не по тому пути и решил дедушкину легенду превратить в кое-что вот такое? И первым делом тот самый негодяй-внучок берет в руки болгарку и решает распилить таки дедушкин раритет и превратить его в РВБ. Как вы поняли, тот самый внук это был Акира Накая-сан, точнее его собирательный образ. Кстати, огромное количество любителей старых раритетных Porsche считают действия Акира Накая-сана настоящим вандализмом. Ведь этот дедушка ездит по всему миру и практически каждую неделю пилит настоящих единорогов, которых с каждым днем остается все меньше и меньше. РВБ переводится как «концепция жесткого мира». Именно в концепции этого жесткого мира можно взять старый олдскульный Porsche, применить болгарку, поставить широкие диски и раздать конкретного стиля. Это рок-н-ролл, по мнению Акира Накая-сана и огромного количества наших современников. А пока я не сел в РВБ и не начал на ней кататься, я решил моему другу Игнату построить тачку. Ну и для того, чтобы она была максимально удивительная и котировалась на его планете, я это решил сделать в игре Crossout, потому что именно в ней можно строить такую дичь, которая удивит даже инопланетянина. Crossout, ребята, это бесплатный онлайн-экшен, в котором ты можешь строить бронемашины из сотен деталей и участвовать в масштабнейших зарубах за ресурсы с другими игроками. В Crossout важна каждая деталь. Экспериментируй с оружием, броней, модулями, генераторы невидимости, ловушки, защитное поле, ховеры и многое другое. Улучшай отношения с разными фракциями, чтобы получить доступ к новым технологиям. Бои с другими игроками, королевская битва, сюжетный режим. А если ты любишь играть с друзьями, то вы можете вместе собрать непобедимого составного робота и пойти рейдом на огромного левиафана. В общем, глаза разбегаются от того, каких же монстров можно строить в Crossout. Это реально тюнинг после апокалипсиса. Интересно, а что бы себе Каба построил в таком случае? Каба не знаю, а Игнату я построил тачку, которая ему соответствует. Она максимально странная, ну, абсолютно бесполезная, да? Ой. Ну, видите, Игнат немного в шоке от того, что я ему сделал. Ну, ладно, братан, ну, короче, как встанешь, доигрывай, а я пошел на РВБХе кататься. Ой, ну, вы поняли, ребят, самое-то главное. Качайте Crossout бесплатно по ссылке в описании, вот там вот внизу. А все, я пошел. Братишка. Ладно, разберется. Экскурс в немецкое автомобилестроение. Строили эту тачку явно для людей с немного странным устройством тазобедренного сустава, потому что в обычной машине сцепление здесь, а газ, соответственно, там, где в этой машине тормоз. Я должен сидеть вот так. Да, то есть вот здесь должна быть подножка, здесь сцепление, а у них почему-то все так. Не знаю, чем они руководствовались. Непонятно, братан. Вообще непонятно. Погнали. Memphis, man.
прочим, есть такое какой-то отголосок от Феррари. Такой олдскульный звонкий барабан. Да каким-то образом новый кастомный сваренный выхлоп умудрился передать голос старой школы. И это было 130, ребята. Всего лишь 130 километров в час. В ней реально страшно ехать очень быстро. Сейчас, внимание, ребята. Все любители старых олдскульных Porsche, прошу либо приготовить валерьянку, либо выключить это видео, потому что здесь стоит мотор от Subaru Legacy, 6-цилиндровый оппозитный двигатель, такой же, как в Porsche по компоновке, но при этом он просто новый по технологиям, он уже с водяным охлаждением. Он, кстати, атмосферный, и мне кажется, что вставить сюда именно этот двигатель было лучшее решение, которое может быть. Моторы Поршака довольно проблемные создания, но если не говорить про новые, а новые стоят, конечно, денег вообще сумасшедших. Все остальные решения, честно говоря, сомнительные абсолютно, потому что какие-то американцы умудряются даже поставить в эту машину V8, но это вообще другой стиль. Все-таки тачка была создана под 6 цилиндров оппозитного расположения, и менять это, наверное, уже прям лезть в душу создателям. А рынок не предлагает каких-то адекватных решений по поводу 6-цилиндровых оппозитных моторов, кроме как субаровский двигатель. Пацаны на Поло газуют со мной, гоняться хотят. Новые Поршаки — это как играть в современные игрушки на уровне изи. Просто это когда даже в демо-версию поиграть. Они настолько простые и игрушечные, что любой школьник 16-летний в Луи Виттоне может сесть и мчаться трешку. Но чтобы ездить на такой тачке, надо быть реально жестким, матерым пацаном, который в случае какого-то конфликта без разговоров бьет Сейчас, погодите, тут ямы. Ой, Олег, прости. Ладно, было не так жестко. Это такая честная тачка, которая передает тебе каждую малейшую кочку. То есть, по сути, она общается с землей и любую малейшую неровность передает тебе прямо в головной мозг. В этой машине хочется ехать с серьезным лицом. А точка, куда я еду, это, скорее всего, разборка с якудзами за оставшуюся половину Токио. И заметьте, я на этой тачке не еду спасать мир. Нет, потому что эта тачка злодея. Наоборот, если кто-то и придумал идеальный способ уничтожить этот мир, то это владелец такой тачки. Это тот самый стайлак, когда плохим быть круто. У нее такая энергетика злая. Не зря ее все-таки сделал японец, потому что какой язык у японцев? Они даже когда ласково с тобой разговаривают на какие-то отвлеченные темы, ты думаешь, что вот-вот он достанет катану и просто разрежет тебя пополам. Ура! Нигарас! Аригато дигишмас! Аригато! Понимаете? Они даже спасибо, сука, говорят жестко. Не зря, короче, на Кая-сан каждой машине дает свое имя. Этот называется красивым японским словом шинкиро. Шинкиро. Или как там? Шинкиро? Мне кажется, шинкиро. О, просто падайте, просыпайтесь, бабули, я еду. Я думал, что Мустанг зла. Короче, Мустанг вообще не зла. Причем даже старый вообще не зла. Вот я нажимаю газ, думаю, что газ, на самом деле это тормоз. Кстати, в этой тачке нету гидроусилителя абсолютно. Все, что у тебя есть, это вот только рулевая муфта. Сомневаюсь, что здесь есть даже АБС, но пробовать не буду. Мне кажется, его, нет. Никакого вакуумника. Вот все, что давится непосредственно моей ногой сразу в поршня. Он не быстрый вообще, но очень веселый. Хорошо отзывается на газ, ну и так далее.
Да это все не важно. Эту машину не стоит воспринимать как циферки. Эта тачка реально концепция жесткого мира. Да, это мир жестких пацанов, которые плевать хотели на то, что где-то у коллекционера эта тачка будет стоить дорого когда-то. Да нафиг вообще. Кому это надо, ребята? Да, если ты пенсик старый, тебе 50, ну можешь просто выключить и не смотреть больше этот видос. А здесь молодые пацаны, у нас свои правила. И мы считаем, что то, что досталось нам от предков, надо модифицировать и передать следующим ребятам. И, возможно, следующее поколение придет, уберет эти арки, лифтанет этот Porsche и начнет на нем летать. Porsche сейчас это классная, хорошая, хай-течная игрушка, от которой получаешь много удовольствия. Но оно другое абсолютно, вообще другое. Это удовольствие, которое вот как массаж, понимаете? Вот такой тайский массаж. Причем как в Таиланде, знаете, когда его делают женщины голыми грудями. В этой машине тебе массаж никто не делает. Не хоти РВБ, не хоти РВБ. Короче, ребята, если вы когда-нибудь захотели РВБ, то это большая проблема. Потому что вы можете накопить кучу денег и купить новый Поршак. А вот сделать себе РВБ это непросто. Тебе стоит огромных усилий пригласить японского арматурщика уникального, который сразу же по приезду достает пневморезак и начинает пилить твою любимую машину. Потом берет и начинает ее сверлить во всех местах. В общем, это точка невозврата, понимаете? То есть после таких действий она никогда не будет прежней, и варианта вернуть ее обратно нет. И вот когда ты через все это прошел, у тебя появляется машина, которая по мировым меркам начинает стоить дешевле, чем сам стоковый кузов. Странная, конечно, штука, это автомобильный рынок этот. И ведь реально ценятся максимально стоковые экземпляры. Но это, ребят, потому что сейчас миром рулят пенсионеры. И мне кажется, что время этих ребят уже пришло. Мы рано или поздно придем к тому, что эта машина станет стоить гораздо дороже, чем стоковый экземпляр. Потому что Накая-сан не вечный. И дай бог ему, конечно, здоровья, но рано или поздно он перестанет заниматься тем, чем он занимается. Каждая машина имеет свою определенную историю, имя, сетап и так далее. Кстати, по поводу сетапов есть разные варианты того, как делается РВБ. Именно 3 вида. Узкий, средний и самый широкий. Эта машина сделана в средний вариант. Если у тебя через 50 лет вдруг в гараже заваляется РВБ в хорошем состоянии, братец, ты точно богат. Точно богат. Вот бы передать своему сыну в наследство старый Поршак. Вот в таком стиле. Чтобы он просто заходил в гараж, заводил эту тачку и понимал, какой же батя был рок-н-ролльщик. Уже вижу, как мой сын внедряет вместо старого 6-цилиндрового мотора 4 электромотора каких-нибудь от новой Теслы, и при нажатии на газ ускоряется за секунду до сотни, и при этом со звуком таким. Это оставим будущему поколению, а мы пока вот. Минуту внимания, ребята. Я придумал новую игру. На этот раз я загадаю 2 точки в городе Санкт-Петербург и спрячу на них 5 вот таких вот карточек. Каждая из них будет соответствовать свой приз. Задача найти это место и раздобыть себе такие карточки. Как это сделать, будет написано в описании. А дальше рассказываю, что же это за места. Одна из них это то, где я нахожусь, это АЗС Роснефть. Второе, если вы откроете Яндекс.Навигатор, вы поймете, что на этой заправке есть возможность оплатить топливо, не выходя из машины. И третье, эта заправка находится
совсем недалеко от того места, где Александр Сергеевич Пушкин участвовал в дуэли. Ваша задача догадаться, что же это за заправка, приехать сюда и найти вот такие 5 карточек, которые я передам администратору. Вы приезжаете, говорите администратору год, когда же случилась та самая дуэль, и выбираете одну из 5 карточек. Приз номер 1 – это гироскутер, номер 2 – это комплект инструментов от Airline, номер 3 – это полный детейлинг от наших друзей из Sapa Detailing, номер 4 – это стайлинг колес и покраска дисков от On Tires и ARS Tuning, и номер 5 – это топливная карта Роснефть на 5000 рублей и футболка от нашей команды. А вот и вторая точка. Как вы поняли по цвету, это заправка ПТК. Она все так же имеет возможность оплаты в Яндекс.Навигаторе. И третья подсказка, она находится ближе всего к тому месту, откуда начался наш прекрасный город Санкт-Петербург. Задача точно такая же, ну и пароль пусть будет дата основания Санкт-Петербурга. Призы со 2 по 5 давайте оставим те же самые, а вот первый приз давайте поменяем на новенький iPad. Так что желаю всем успехов. Ну и для тех, кто живет не в Санкт-Петербурге или по каким-то причинам не может доехать до тех точек, которые мы загадали, давайте придумаем дополнительный конкурс, который пройдет у нас в комментариях. Открывайте комментарии и пишите продолжение фразы. Любишь кататься, люби, и твой вариант. Тот комментарий, который больше всего нам понравится, получит топливную карту Роснефть на 5000 рублей и футболку от нашей команды. А теперь итоги предыдущего конкурса. Задача была догадаться, какой же номер будет у Кабы в сезоне 2020 в РДС и какого цвета была его первая Жига. Правильный ответ: Жига была серо-голубая, а номер 28. Первый, кто догадался, это был Рома Комин. Единственное, мы ему простили, что он написал, что Жига голубая, а не серо-голубая. В общем, поздравляю тебя, Ром, тебе отлетает подписанная Диди Кабой кепка, а мы едем дальше. Ну что, дорогие друзья, эта бочка меда немного испортилась совсем небольшой ложкой дегтя. Пойдем покажу. Я взял идеальную классную машину с новым выхлопом и вернул ее немного вот такой. Чисто по шву, видишь, смотри, отошло. Вот это соединение. И после того, как отошло, оно начало проседать и отломало вот эту часть, причем с дыркой по выхлопу. Немного поцарапал диффузор. Товарищ Перепел, мы с тобой немного подстряли на дополнительные упражнения. Расстроила, конечно, меня эта штука. Не люблю портить машины, особенно тачки друзей, но придется каким-то образом свою вину загладить. Наверное, дам Олеже Мустанга, пусть мучает. Хотя вряд ли возьмет. Кстати, знаешь, что я тебе могу сказать? Еще, да я не показывал, зацени стиль. Прикол, да? Низковато. На самом деле это резина, и видите, вот так вот на KSAN придумал вариант, как ездить на низкой тачке, при этом по России. Молодец, что. Что могу сказать? Такое бывает, это стандартная история в мире тюнинга и кастома. Там, где тонко, всегда рвется. Помните последний выходку Бэнкси, когда он взял и покромсал свою картину во время аукциона? Вот только что ее продали, и включился шредер и порезал картину. Так вот, эта тачка что-то такое. Вроде бы картина испорчена, но при этом она стала дороже. Как-то так, друзья. Это был канал Evil Empire. Я счастливый и довольный, покатавшись на, можно сказать, любимой моей тачке. Желаю вам успехов. И настоятельно рекомендую подписаться на наш канал, ставите лайки, ну и пишите комментарии, какую машину вы бы выбрали из олдскульных европейцев. Пока.